Весна пришла, птички поют, цветочки растут, листья на деревьях растут, цены на бензин растут. Но у компании Skyboard на это есть свое революционное мнение. Итак, сегодня обзор Ситикока Harley. Сейчас мы находимся в солнечном Китае, неподалеку от завода, где производится Ситикока компании Skyboard. Жители Китая справа от меня сейчас находятся на своем законном обеде. Они кушают рис под шум падающих капель. Ну а мы же специально для вас делаем большой тест-драйв. Ситикока Harley от компании Skyboard. 3000-ваттный монстр. И давайте немножко пройдемся по комплектации. Посмотрим, что у нас здесь есть. Смотрим на левую ручку, что мы здесь видим. Кнопка управления сигналом, поворотники правый и левый и включение света фары задней и передней. Выключаем. Очень яркий день и аварийки. Здесь мы видим, сигнализирует о том, что поворотники аварийки включены. И здесь же блокировка, то есть здесь мы блокируем наш Ситикока ключом, это как противоугонная система, и никак руль не будет двигаться, пока его не разблокируешь. Теперь перейдем на правую сторону нашего Ситикока. Здесь мы видим фиксатор, держатель для телефона, фирменный от компании Skyboard, с функцией, внимание, подзарядки через USB вход. То есть спокойно берете с собой провод и заряжаете телефон, подключаете карты и едете туда, куда пожелаете. Здесь мы видим переключатель скоростей. Первая, вторая, третья. Но думаю, про это рассказывать не стоит, и так все понятно. На первой медленно, на третьей быстро, на второй среднем. А здесь рукоятка управления газом, как на настоящем мотоцикле. И, конечно же, зеркала. Привет! Зеркала заднего вида. Посмотрим на ключи. Здесь мы видим два комплекта ключей. Два брелка с функцией поиска, отключения звука, постановки на сигнализацию и снятия сигнализации. Стандартно включается поворотом ключа, но странно, у нас это не работает. Сейчас объясню почему. И также два ключа для открытия батарейки. Так, что ж, мы поворачиваем ключ и ничего не происходит. А все потому, что здесь установлена специальная защита. Она встроена в подножку. Мы убираем подножку и звуковой сигнал говорит нам о том, что наш Ситикока готов к работе. Вот видим мы спидометр, на нем мы видим вольтаж батарейки, одометр и непосредственно скорость в километрах в час. Здесь мы видим имитацию бензобака, как на настоящем легендарном классическом Harley Davidson. И, соответственно, ноги сюда особо не поставишь, но есть подножки, которые открываются вот так. Просто бьем пяткой кнопку, ставим ноги и вперед. Так, сейчас немножко поговорим о передней части. Здесь мы видим фару, поворотники и звуковой сигнал. И посмотрим на переднее колесо. Дисковые тормоза работают так же, как и на автомобиле, и на настоящем спортивном мотоцикле. Просто диски зажимают барабан. Вот здесь вот идет гидравлическая трубка, подающая жидкость тормозную прямо вот сюда вот. Соответственно, такую же систему мы можем видеть и на заднем колесе, все абсолютно идентично. Так, как я уже говорил, жидкость мы можем наблюдать вот здесь. Здесь можно контролировать уровень жидкости, все прекрасно видно. Даже если каким-то немыслимым образом убежит, вы ее всегда догоните. Здесь мы с вами видим два амортизатора, как на мотоцикле. Вот такая вот вилка стоит с амортиками. И самое интересное — это на задних колесах. На задних колесах мы видим регулируемые амортизаторы. То есть это газомасляные амортизаторы. Можно регулировать здесь, подкрутив, делая, соответственно, жестче или мягче. И можно просто стравить весь газ здесь через легендарную систему ниппель. Я не знаю, видно или нет. Давайте просто открутим. Вот так вот. Вот открутили и посмотрим.
Слышите, пшикает. Но мы спускать, стравливать воздух не будем, потому что он нам еще очень пригодится. И здесь же вот такая вот спинка для второго пассажира. В комплектации идет вот такая вот стильная сумка. Туда можно положить много всяких полезных вещей. И не забываем, конечно же, про второго пассажира. Вот здесь такие же подножки для второго пассажира. Пинаем сюда пяткой, садимся, едем с комфортом. И при этом мы не мешаем даже водителю. Наш байк имеет 2 сидения, и его общая грузоподъемность порядка 170 килограммов. И сегодня мы это тоже испытаем. И теперь давайте посмотрим, что у нас под сиденьем и что у нас под ногами. А под сиденьем у нас батарейка 20 ампер-часов, 60 вольт. Здесь у нас гарантийная пломба, то есть вот так вот осуществляется подключение батарейки. Воткнули штекер и поехали. И давайте, пока не буду ее закрывать, сразу покажу еще одну фишку. Это место для второй батареи, оно располагается у вас под ногами. То есть, соответственно, когда первая батарейка села, а вы еще в пути, вы просто открываете вот эту панель и наблюдаете вторую батарейку. Вот так вот все запаковано. Ага. И здесь же ее можно при помощи вот этого вот тяжелая, потому что настоящие 20 ампер-часов, при помощи вот этого вот разъема просто подсоединить и продолжить свое движение, куда бы вы не хотели поехать. Соответственно, это очень большой плюс. Обе батарейки извлекаемые, и с обеими батарейками можно прийти домой, поставить их на зарядку и на следующий день отправиться в поездку снова. Про сердце, про 3000-ваттный мотор мы уже сказали. Давайте теперь поговорим про мозги, а именно про процессор. Вот за вот этой вот металлической защитной пластиной скрывается наш процессор. Специальный процессор для именно этого колеса, потому что процессор отвечает в принципе за все соединение, начиная от спидометра, фар, заканчивая мотором и переключением скоростей. Здесь мы видим защитный автомат, то есть при попадании влаги, что, конечно же, крайне нежелательно, отключает всю систему и сохраняет тем самым наш процессор в целости и сохранности. Вот такое вот заднее колесо, оно очень широкое, посмотрите, что дает нам огромное преимущество по балансу. И переднее колесо, оно уже, что дает нам очень большие плюсы в управляемости, то есть в маневренности самого Ситикока. И в городском потоке вы будете себя чувствовать довольно-таки уверенно, это я вам обещаю, я сам на таком уже много раз ездил. Вот здесь мы видим маркировку колеса Skyboard 3000 Вт. Мы только с завода еще не успели снять все защитные, так сказать, механизмы, поэтому вот здесь вот такая пленка. Кстати, именно ваши Ситикоки придут все в пленочках, пленки будут и на крыльях, на всех сидушках, на тормозных ручках, на ручках управления, на фарах и вообще на всем, чтобы доставить вам это незабываемое удовольствие срывания пленочек. Ну и по чехлу, которым был накрыт наш экземпляр, это водонепроницаемый чехол. Давайте посмотрим, польем сюда водички. Вот здесь моя рука. Ага, еще. Видите, капли скатываются. Давайте посмотрим на руку. Абсолютно сухая. Но, естественно, влажность — это совсем не друг техники, поэтому не пренебрегайте чехлом. И если есть возможность, храните его в гараже. Так, и еще один очень важный момент — это о том, как ездить с музыкой. Кстати, китайцы почему-то не любят ездить с музыкой. Во всех машинах абсолютная тишина. Но мы-то с вами знаем, что нам нужно. Подключаемся к Bluetooth, который называется Bluetooth. Слышим звук, что подключение произошло успешно. И включаем музычку. И сейчас мы устроим реальный тест-драйв вот этой вот машине и проверим скорость, сколько он может проехать километров и многое другое. Поехали! Ты помнишь, как весело бились витрины мальчишеским смехом областных магазинов? 4 аккорда, бутылка портвейна, и кто что умеет, от горшка до Кобейна. Ну и сейчас мы устроим испытание скорости. Конечно, у нас есть вот такой вот спидометр родной, и мы еще подключились к GPS спидометру и сравним показания на телефоне, который работает от спутников и отслеживает мое перемещение, и показания реального спидометра. Я не уверен в том, что это будет
очень хорошо видно из-за того, что очень яркий день сегодня, солнечный, жаркий. Так, ну, попробуем, тем не менее, пропускаем транспорт. Сзади машина, ее, наверное, тоже пропустим, хотя мы должны быть быстрее. Все, погнали. Довольно-таки хорошая прямая, и вот уже показывает 22 километра 30, здесь 22, 34, здесь 36, скорость еще набирается, скорость растет 41, 42, скорость растет 45, абсолютно нога в ногу показания 47, 48. Так, 50 километров. И сейчас попробуем еще разок. Страшно, конечно, страшно. Ну, смотрим по зеркалам. Камеру не потерял, не потерял. Давайте еще раз попробуем. Погнали. Господи, так, ну я вам скажу, что он за 60 поедет легко, потому что, ну дальше реально просто страшно, закончилась прямая. Дошло до того, что отвалился микрофон, представляете? Я сейчас вам покажу, что с ним случилось, его заживало. Ну что могу сказать, ну это мощь, это монстр. И знаете, дальше только будет еще больше и интереснее. А сейчас проверим скорость, когда мы вдвоем. Наш суммарный вес как раз таки составляет примерно 170 килограмм. Давай, поехали. Так, ну, чувствуется, ускорение идет. Ускоряется. Конечно, тяжело, но уже 30. 33. 35. Продолжает разгоняться. Так, не виляем. 38. 39. 40. Мощности хватает, разгоняется. Но, к сожалению, наша прямая заканчивается. Ладно, давайте притормозим. И еще разок, так сказать, для закрепления результата. Разворачиваемся. Погнали! Машина. 32. 36. 40. 43, 45, мощность есть, но поворот рисковать тоже не будем. Так, ну вот вам, ребята, и двойной вес. У нас вес примерно одинаковый, вместе мы выдаем 170 килограмм. Наш вес примерно по 83-85 килограммов. Ну что ж, расскажем немножко об ощущениях. Это действительно мощный транспорт, и до 60 км в час он разгоняется. Это вот мы вам доказали. Вы сами видите. И вы, наверное, прекрасно знаете, какой дорожный трафик в Китае. Поэтому, чтобы наши видео продолжали выходить, мы решили зачесть этот тест. Ну, в общем, вы сами все попробуете, сами все узнаете. Любая информация есть на нашем сайте. Сайт вы найдете прямо под описанием. Все контакты, все вопросы можете задавать в комментариях. Ну, а мы продолжаем. И следующий тест-драйв – это дистанция на одной батарейке. Так, сейчас мы проверяем, насколько хватит одной батарейки. Мы уже проехали 420 метров и продолжаем кататься. Остановились купить водички и поехали дальше. Думаю, весь процесс снимать смысла нету, но главное нам узнать правду. Что говорите, почем ситикока? Так вы можете же у нас на сайте посмотреть. Да, прям ссылки в описании. Да, хорошо, хорошо. Да, Инстаграм тоже. Да, все, да, вот такой вообще классный. Ладно, парни, все, давайте, я погнал дальше. Мы тестим просто дистанции. Все, peace.
Получается, мы вот здесь. Мы приехали отсюда. Нам еще примерно полпути. Короче, мы заблудились. А уже смеркается. Так. Короче, едем прямо. Прямо. Я по-своему посмотрю. Так, слава богу, к закату мы добрались до нашей базы, так сказать. И хочется поделиться впечатлениями об этом прекрасном аппарате. Мощность мотор колеса 3000 Вт. И посмотрим, получается, сколько мы проехали. Мы проехали, если бы не заблудились, мы бы проехали больше, но на данный момент мы проехали примерно 25 километров. Давайте посмотрим, как это отражается на нашей батарейке. Так, батарейка показывает 1, 2, 3. 3 деления и 58,8 вольт. Если дать газу, то она показывает 2 деления, соответственно, примерно 25 километров. Это полпути, что составляет в общем 25. Берем в руки калькуляторы. 25 умножаем на 2, получается сколько? Правильно, примерно 50 километров. Но опять же, не будем забывать, что с потерей заряда батарейки немножко уменьшается мощность. Поэтому для комфортной езды, соответственно, переподключаем на вторую батарейку, которая находится здесь, и наслаждаемся вождением этого аппарата. Будут еще обзоры на другие модели, сравнение разных моделей, плюсы, минусы, комплектации и все такое прочее. Все цены, всю информацию, все вопросы можете задать по ссылке в описании или в комментариях. С вами была компания Skyboard. Всем пока!